Всем привет, друзья! Сегодня будет видео об аромате, который я приобрела в полном размере. Я давно не снимала видео, как-то в последнее время редко снимаю, так что извините, если будет такое сумбурное и буду перескакивать немножко с темы на тему. В общем, это уже, конечно, не распаковка, потому что я на пункте выдачи должна была проверить, все ли в порядке с флаконом и так далее. Поэтому уже не распаковка, это уже постфактум, но тем не менее. Как вы видите, уже это аромат от бренда Ксержов. Я недавно тестировала летом и снимала видео о нескольких пробниках из этой линейки. Ксержов линейка Кэми. Удовые бальзамические ароматы, в основном унисекс ароматы. И один из них мне понравился больше, чем остальные. Вот. И после долгих раздумий я решила его себе заказать в размере 50 мл. На маркетплейсе я нашла вроде бы как неплохую цену на него. Это, конечно, не бюджетный аромат. Вот в такой коробке. Я видела тоже уже видео. Вот так он называется. Это Аурум. Концентрация парфюм 50 мл. Вот так сзади выглядит коробка. Есть вот бач-код, 23-й год выпуска. В общем, такая вот картонная коробка. Она в таком перламутровом цвете. Тут позолота. В общем, все очень красиво, недешево сделано. Отливает на солнце, такой немного как с перламутром и с таким вот тиснением. Слюда такая плотненькая, толстенькая, не тонкая, все ровненько. Сбоку тоже идет ровный шов, все было красиво. Коробку я показала, сбоку тоже надпись Кэми. В принципе, я рада, что есть шкатулка, пусть будет, хотя без нее я бы обошлась. Главное для меня была крышка, даже если бы была тестерная коробка, но главное, чтобы с крышкой. Вот, в общем, таким образом я рассуждала перед покупкой. В общем, вот так это все выглядит. Здесь надпись Ксержов. Тут корзам. Корзам, здесь все нитками прострочено, все как полагается. И внутри тоже черный корзам. Тоже все ровненько прострочено, все красиво. Вынимаем флакон. Здесь внутри бархатное ложе, в котором лежит флакон. И вот здесь еще такая штучка, за которую можно это вытащить. Сам флакон. Вот он, сам флакон. Если говорить про сам аромат, теперь, поговорим дальше. Крышка. Давайте еще рассмотрим крышку. Снимается так, она немного туговато. Здесь вот буква К. Выбита буква К. Кэми. Здесь желтыми буквами написано Аурум. И буква X. Внутри крышки тоже буква К. Буква X Ксержов. Внутри, крышка внутри такая немного как тоже бронзового цвета. И буква X. Кошка свернулась, одним глазом подглядывает. В общем, крышка одевается довольно-таки туго. Что по самому аромату? Давайте вот так его как-то поставим. Сам аромат, если так в 2 словах его описать, это розно-удовая история. Больше отзывов о нем на англоязычной фрагрантике, на русскоязычной не очень много отзывов, там штук 10 может быть.
А на англоязычной тут поинтереснее, вот я перевела. Вообще он идет как розный, сладкий, удовый, ванильный, янтарный. А ноты тут вот что интересно, ну, может быть, на данный момент это уже не так интересно. А, еще покажу, вот сейчас перескочу еще с темы на тему. Дно, как выглядит дно флакона. Вот так тут золотыми буквами это все прописано, и белым прописан бачкод. В общем, про сам аромат. Его пирамида включает такие интересные ноты, как шоколад, клубника, лабданум, благовония, ну, уд, естественно. Еще тут из интересного дубовый мох, гелиотроп в базе, ну, пачули и ваниль это во многих ароматах, а в верхних нотах цитрусы и роза болгарская. Вот. Ну, что я могу сказать про его раскрытие? Как по мне, он в первых нотах, вначале он пахнет очень насыщенно, после разбрызгивания сразу, мне кажется, как-то все ноты сразу наперебой слышны. И цитрусы, и роза, и уд я чувствую сразу. И, в общем, мне кажется, вот такая прям какофония немножко. Ну, это очень все красиво, мне очень это все нравится, но как будто все ноты сразу. Потом он усаживается, успокаивается, это где-то вот уже через полчаса, может через час, уже он такой становится более такой вот бархатный, более какой-то уже, более какой-то гладкий, если представить текстуру, с которой ассоциируется, он становится, ну, розово-сладкий, скажем так. Мне кажется, это очень сбалансированный аромат, потому что в нем, ну, нельзя сказать, что роза, допустим, звучит на первом плане, или же сладости слишком много. Нет, вот и тут именно в меру сладости, в меру розы ощущается. Роза не перебивает другие ноты, как мне кажется. Также и цитрусы ощущаются, тоже дают такую некую кислинку. Вот о чем и многие пользователи именно англоязычной фрагрантики пишут, что кто-то пишет, что им цитрусы мешают, кто-то наоборот, что нравится. Мне нравится здесь кислинка, то, что он не переслащенный. Ну, база у него такая вот сладковато-древесная. Ну, пачули, конечно, ощущаются. Гелиотроп должен давать пудровость. Не могу сказать насчет пудровости. Для меня вот, да, он такой фруктово-розно-сладкий. При этом все ноты очень выверены, очень звучат слаженно, не перебивают друг друга. В то же время, вы знаете, вот в нем как-то нет какой-то банальности. Мне кажется, вот он чем-то вот цепляет. Для меня он, вот когда я пробник купила и начала разнашивать, да, все эти ароматы, вот он для меня почему-то стал каким-то даже где-то наркотическим, что ли. Вот можно сравнить такой эффект, да, то, что мне постоянно хотелось обонять этот пробник, постоянно вдыхать аромат, обновлять на себе или просто из пробника вдохнуть. Прям очень часто. Я постоянно его подносила к носу, ну, когда там просто, да, нечем заняться, есть свободное время. В общем, когда вспоминала об этом, прям мне постоянно хотелось его вдыхать. Поэтому вот чем-то он стал для меня вот сродни какого-то такого источника дофамина. Ну, почему я, собственно, и решилась на эту покупку? Ведь если вы смотрели мои видео, то я в основном такой парфманьяк на отливантах, если можно так выразиться, вот описать, да, мое увлечение. Я больше предпочитаю покупать отливанты. Даже 3 мл полностью могу не использовать, если мне аромат не очень понравится. Я не использую даже эти 3 мл, там пару раз нанесу на себя, и он потом у меня простаивает. Вот, поэтому даже 3 мл мне много. А вот так вот прям полноразмер я очень давно не заказывала и не покупала в магазине, так чтобы прям полноразмер купить. Поэтому для меня это прям большое событие. И представляете, насколько мне должен был понравиться аромат, чтобы я на это решилась. Для меня не столь важно иметь именно флакон. Мне важно ознакомиться с ароматом, понять его, разносить. Если понравится, начать там планировать покупку, да, допустим, какого-то объема. И вот в данном случае так и случилось. Вы знаете, у меня даже вот после покупки, вот последние 2 года я, или год уже активно покупаю, года полтора вот покупаю в Отливантах, когда у нас открылись распивочные в городе, то, наверное, не было такого аромата, который
вот не попробовала я чего-то такого, что вот прям захотелось бы мне купить флакон. Вот очень я с трудом могу что-то вспомнить. Может быть, Mask Therapy мне так понравился, но Mask Therapy все-таки слишком дорого, я не куплю. И, наверное, все-таки последний раз он был нестойкий в Отливанте, поэтому боюсь нарваться на подделку. И, конечно, его я как-то даже тоже не особо хотела во флаконе, но и больше мне как-то ничего такого не попадалось, чтобы я прям сказала: вау, как это здорово, мне это нужно, и я без этого жить не могу. Вот не было вот до вот этого аромата Aurum из линейки Кэми, до этого аромата ничего меня так не цепляло. А он вот именно настолько зацепил, поэтому вот, как видите, результат налицо. И вот интересные тут отзывы на англоязычной фрагрантике, конечно. Да, вот кто-то пишет, что у меня более 45 ароматов с нотами уда и розы, и этот занимает одно из первых мест. Представляете, да, у человека 45 ароматов в похожем направлении, и этот у него один из первых. Прям это, мне кажется, показательно. И вот тоже, да, вот тут он упоминает, что на лимонный бисквит похоже, что вот все-таки цитрусовые эти ноты люди ощущают. А я вот как-то, вы знаете, я как-то сразу бы, наверное, не поняла. Хотя я сразу еще говорила в том видео первом про эти Отливант пробники, что аромат кисло-сладкий, такой ближе как к люксу, мне казалось, что вот. И это, как я потом поняла, это я была недалека от истины в том, что он близко к люксу, в том, что он более носибельный. Но все-таки, да, он по звучанию носибельный, как люкс, но он намного более какой-то, вот мне кажется, более насыщенный, более богатый нотами своими. Не то, что он там дорого звучит, богато, нет, не в этом понимании, а в том, что он просто очень вот такой интересный, какой-то завораживающий и очень привлекательный, притягивающий мое, по крайней мере, внимание. Потом, что еще пишут люди? Вот, кто-то пишет, что предпочитает Oud Satin Mood от Курджана, но и Aurum неплох, что пахнет спокойно и мягко. Тоже пишут, что атласное настроение. Вот. Ну, вы знаете, если сравнивать с Oud Satin Mood, для меня, у меня есть отливантик этого аромата, для меня он очень какой-то более кричащий, что ли. Вот там для меня вот прям есть какое-то сверло, какие-то сверлящие ноты там есть, которые мне прям сразу кидаются в нос, и я вот как-то не могу, я устаю от него, мне кажется, не могу долго ощущать. А вот от этого аромата я вообще не устаю, мне наоборот хочется его обонять. Он меня не утомляет, как можно было бы подумать, да, если в нем есть и сладости, роза, и уд. Вот. Клубники как таковой я не слышу, прям такой свежей клубники. Может быть, это как будто бы, может быть, какой-то джем клубничный. Прям свежей клубники не могу прям выделить. Шоколад, возможно, но тоже это не такой прям явно шоколад. Это все как-то переплетается, и только вот намеки на это все, как я это понимаю и ощущаю. Потом еще сравниваются Бонд 9 на мат. Я, конечно, это не пробовала, но сравнивают. В общем, да, тут люди в основном одобрительно отзываются об этом аромате. Пишут, что стойкость очень большая. И пишут, что вот какой-то еще есть аромат у Ксержов Via Cover One. Пишут, что на 80-85% этот аромат схож с тем ароматом. Но для кого-то Aurum лучше, для кого-то лучше Via Cover One. В общем, ну, пишут, что тот аромат более женственный, этот более унисекс. Ну, вы знаете, тот я не пробовала. Может, стоило его заказать в пробнике, хотя нет его, по-моему, на маркетплейсе, по-моему, нет пробника на него. Но, вы знаете, если этот унисекс, то унисекс это вообще мое направление. Мне такое нравится. Немножко с такой вот брутальной ноткой, если есть вот с удами, бальзамами. Это, наверное, более мое направление, чем просто женственный аромат. У меня женственных достаточно, в принципе. И в отливантах, и флаконы есть довольно женственные, поэтому, мне кажется, этот мне больше бы понравился. Так, что еще здесь интересного пишут? Кто-то тут написал, что звучит как обычное, извините, дерьмо, особенно с клубничной ноткой и по такой цене. Фу, кто-то пишет, вот. Ну, тут, конечно, нет. Я не слышу тут настолько животины, чтобы прям это было фекально. Нет, для меня здесь такого нет.
Все тут довольно прилично, сбалансировано, не выбивается тут. Хотя тут, по-моему, есть какая-то животина, по-моему, в нотах, сейчас скажу. Нет, тут прям нет откровенной животины. Это в других ароматах из этой линейки. Я немного перепутала. Нет здесь. Тут, в принципе, все прилично. Каких-то нот... Тут только вот ладан, ут, мох, лабданум. Из таких нот, которые могут где-то вызывать противоречия, скажем так. Животины здесь не заявлено. Да, поэтому, да, многие пишут, что дымные нотки ладана. Да, вот я соглашусь, что здесь есть такая некая дымность. Как будто вот эта роза с клубникой и шоколадом, да, все это окутано немножко дымком таким вот, который вот очень делает этот аромат теплым, согревающим. Тут свежести нет. От слова совсем. Тут есть только некая кислинка от цитрусов. Как и вся эта линейка, свежести здесь вы не найдете. Я, конечно, не все ароматы пробовала, но вот те, сколько там, 5 или 6, которые я попробовала, там они все довольно-таки плотные. Какие-то более сладкие, какие-то менее, но свежаков здесь нет. От слова совсем. Да, люди чувствуют здесь какао, ваниль. Пишут, что в жаркую погоду хорошо носить. Я тоже с этим 100% согласна. Я летом его получила, этот пробник, разнашивала летом. Просто супер летом. В холодную погоду еще не пробовала, потому что у нас еще холода не наступили. У нас 26 градусов сегодня, но скоро будет 18, поэтому буду скоро пробовать и в прохладное время. Кто-то чувствует здесь красные ягоды. Ну, согласна, это, видимо, вот эта цитрусовая кислинка, она дает сходство с красными ягодами. Поэтому, да, можно здесь сказать, что и красные ягоды могут ощущаться. Вот. Ну, да, пишут, что шоколад, красные ягоды и розовая глазурь сверху. И пишут, что ут здесь не тяжелый. Да, тут ут такой вот, он сглаженный, он где-то на фоне, он не бросается в нос. Как, допустим, Honey Oud аромат от Монталь, вот у меня есть флакон. Там, да, там ут более такой брутальный, более мужественный. Там ут более такой яркий и тяжеловатый иногда. Может тоже немножко утомить со временем. В течение дня, если целый день носить, то... А он довольно стойкий, он, два пшика будут держаться целый день, будете слышать. Поэтому здесь уд не такой. Здесь уд более мягкий. Я же говорю о том, что он меня не напрягает. Вот как Монталь может меня утомить, а вот этот нет. Вообще не утомляет, ни одна нота тут для меня не выбивается, не напрягает, ни одна нота не кажется мне лишней. Прям настолько все прекрасно сложено, прекрасно сплетено, настолько хорошо скроен аромат, что просто вообще нет слов от восхищения. Вы знаете, тут на русской фрагрантике одна девушка сравнила его с ароматом от Kilian Kisses Don't Lie. Я его не пробовала, но она пишет, что при параллельном затесте на двух запястьях прям почти одно и то же, почти один в один, но по-разному в раскрытии себя ведут. Ну, это да, это может быть. Конечно, я не думаю, что бывает два аромата прям полностью идентичных, такого, наверное, не бывает, но верю, что первые ноты и общий такой вот, ну, общее звучание, да, может быть характерно для двух ароматов. Вот, но все равно нюансы в раскрытии будут, конечно. Интересно то, что тут не указан парфюмер. Не указан парфюмер. Аромат выпущен в 2023 году. Но кто парфюмер, я здесь не вижу. Не вижу, кто парфюмер. Ну и сравнивают его. Еще сравнивают с Love Don't Be Shy почему-то. Вот здесь Love Don't Be Shy от Kilian в сравнениях присутствует. Потом Noir de Noir Tom Ford тоже тут где-то под конец уже. Ну и тут несколько ароматов от Ксержов из такого, чего я более-менее знаю. Ну, конечно, Aurum Кэми, который был изначально, да, отдельный был бренд Кэми под зонтиком Ксержов, возможно, он был или отдельно, но, естественно, да, пишут люди, что один в один с тем ароматом, мол, если хотите Кэми Aurum, то купите Ксержов, это то же самое. Это уже 3 месяца, как я тестировала пробник,
Там буквально 2 пшика достаточно, чтобы полдня и весь рабочий день я ощущаю на себе аромат после 2 пшиков. Очень такой, ну, по крайней мере, в пробнике был такой. Вы знаете, когда я брызнула на себя, на руку себе из флакона уже, ну, мне казалось, это будет что-то вообще убойное, потому что из флакона то спрей выдает больше жидкости. От одной блогерши слышала о том, что без разницы, как вы наносите, можете и размазать, и все это никак не влияет. Есть такое мнение. Простите. А есть мнение такое, что это влияет, и что с верхние ноты как бы сразу слетают, и вы слышите вроде как сразу средние ноты или базу аромата, типа он быстрее уйдет в базу. Вроде как первые ноты вы меньше ощутите, если вы его разнесете, вот, допустим, после того, как брызнули. В общем, ну, то, что я заметила, то да, действительно, как будто бы быстрее аромат перешел в свое базовое звучание и затих быстрее. А все-таки при обычном таком вот нанесении без размазывания он звучал намного дольше. Это то, что я вот на себе заметила. Ну, это пока был только пару затестов всего я сделала с этим ароматом на себе. Поэтому не знаю, надо ли его отстаивать. Может быть, он настоится, будет дольше. Хотя, как я уже сказала, аромату уже флакону 2 года. Не только он выпущен, позавчера был. Поэтому, по идее, уже должен был где-то там настояться. А может быть, все-таки то, что именно настаивание идет с того момента, как вы его начали брызгать, когда уже вы начали им пользоваться. Возможно, с того момента идет, скорее всего, так. Скорее всего, так считается, что настаивание происходит с того момента, как вы распечатали и начали, сделали вот эти первые пшики. В общем, друзья, напишите, что вы об этом всем думаете, как вообще правильно, как правильно наносить, по вашему мнению, есть ли в этом какая-то доля истины, и как насчет настаивания. Верите, не верите, и как это все должно происходить. Что еще сказать, друзья? Вот похвасталась покупкой. Некому больше рассказать, не с кем пообщаться на эту тему, потому что среди моих знакомых нет парфлюбителей, парфманьяков. В моем окружении в реальной жизни таких нет, поэтому вот выложу это в сети. В общем, меня с покупочкой сама себя поздравила. И вот такое сегодня было видео, необычное и нестандартное для моего канала. Ну, на этом у меня все, друзья. Хорошего дня, хорошего настроения и пока-пока.